Изготовление оригинального забора на практике оказалось не такой уж и простой задачей. Хотя мы использовали простые материалы и множество приспособ, облегчающих выполнение однотипных процессов, но все же количество этих процессов было огромным. Оправдалась ли эта затея и сколько стоит такая оригинальность, забор не как у всех? А также повторили бы мы такой проект в будущем, уже точно зная, с какими трудностями столкнемся? Ответы на эти вопросы вы получите в этом видео чуть позже. Ну а сейчас приступаем к самому процессу. В нашем понимании оригинальный забор — это не только его внешний вид, но также нестандартный функционал. Поэтому калитку мы решили сделать скрытой, то есть по сути она будет выделяться на полотне забора только петлями и ручкой. Но при этом калитка легко должна открываться на 180 градусов, не перекашиваться, не заедать, быть прочной и надежной и функционировать без обслуживания десятилетиями. Я нарисовал чертеж, согласно которому нарезал все заготовки из профильной трубы. Часть труб мы заглушили, вырезав и загнув одну из плоскостей. Подрезав ее основание на 1/3, можно добиться максимально острого угла изгиба. Сам каркас для калитки мы изготовили из профильной трубы сечением 40 на 20 мм. Две продольные трубы разместили ребром к плоскости, так каркас будет жестче, а поперечные вставки положили плашмя, чтобы последующая двухсторонняя зашивка выглядела тоньше и эстетичней. Для первичной фиксации использовали сварочные магниты, и они оказались отличным приспособлением, заменяющим помощника. После сравнения диагоналей всю конструкцию схватили на прихватках, по пару точек на каждое соединение. Также в конструкцию добавили узел фиксации замка и пару диагоналей, которые придадут калитке мертвой жесткости, а после произвели финальный обвар всех соединений. Такая последовательность сварки прогнозирует правильную геометрию конструкции. Сварочные швы, примыкающие к плоскости последующей зашивки, зачистили до основания, ну а остальные швы зачищать особого смысла не было, разве что на хорошо видимых углах швам придали более опрятного вида. В конструкцию калитки добавим простейший кодовый замок. Это будет, так сказать, цифровая аутентификация гостей. В продольной трубе под него сделали нишу, а потерю ее прочности компенсирует та же рамка под замок. Устанавливать калитку в забор мы будем уже вместе с рамой. Так значительно удобнее создать ровную, не перекушенную конструкцию. Сантиметровые зазоры задали с помощью фанерных вставок, а П-образную раму замкнули у основания толстой металлической полосой. Эта полоса будет опираться на грунт, фиксируя раму при заливке бетоном, и в последующем будет связывать эти два столба в подземной части. При сварке рамы ее геометрию удерживала калитка, а при обваре с обратной стороны она уже сама набрала прочность и не деформировалась от сварочных напряжений. Чтобы зашивка калитки деревом не отличалась от зашивки остального забора, то есть была с ним вровень, и при этом калитка имела возможность открываться на 180 градусов, ее петли должны быть вынесены за пределы обшивки. Г-образные выносы для петель мы вырезали из старого швеллера. Всегда приятно иметь под рукой источник вторичного почти металлолома, из которого можно взять ту или иную полезную железяку. Здесь же я выдернул и заготовки для цилиндрической части петли. Конечно же, цилиндрические петли можно было и купить готовыми, но у меня же есть мечта любого гаражиста – токарный станок.
Это токарно-винторезный станок ИТ1М. Купил его сравнительно недорого, за $1200, и в отличие от любого школьного станка или китайского настольного в этом ценовом диапазоне, ИТ1М может обрабатывать заготовку длиной более 1 метра и диаметром над выемкой в станине до 550 мм. При этом он имеет сравнительно небольшой вес, около 1300 кг, так как устанавливался в основном на передвижные автомастерские. В нем есть автоподача, он нарезает дюймовые и метрические резьбы, и в целом его функционал покрывает почти все потребности любителя-механизатора. Конечно же, целесообразность покупки токарного станка для изготовления пары петель раз в полгода сомнительна. И я тоже приобрел токарник из практических побуждений еще в те времена, когда строил парусную яхту. Тогда-то он работал на всю мощь, и мы думаем, подобный проект его еще ждет впереди. Детали петель постарались подогнать с минимальным люфтом, да и сами цилиндры сделали массивными, с общим диаметром около 30 мм, так как в итоге калитка будет достаточно тяжелой, а в наших ожиданиях она должна работать чуть ли не вечность. Плавному открыванию также поспособствует стальной шарик от подшипника, который минимизирует трение. По одной Г-образной и одной плоской щеке привариваем к цилиндрам и получаем готовые петли заданной конфигурации. Теперь осталось лишь приварить их к раме и створке калитки. Но здесь обязательно нужно учесть соосность петель. Даже небольшой перекос в 1 мм при открывании постоянно будет изгибать туда-сюда створку, и сама калитка уже будет открываться с сопротивлением, созданным за счет трения внутри петли. Поэтому не лишним будет выровнять цилиндры петель с помощью правила в двух плоскостях. А вот теперь можно и прихватить петли. Let's go. После прихваток проверяем калитку на плавность открывания и финишно привариваем. Для беззвучного открывания не забываем о смазке. Палец, упирающийся в шарик, имеет углубление, ну а сами цилиндры в центре имеют зазор и не создают дополнительного трения. В основании стоек излома прихватили хрестовины, которые в последующем надежно зафиксируют стойки в бетоне. Калитка с рамой является частью каркаса для остального забора, поэтому мы устанавливали и бетонировали ее вместе с остальным каркасом. Кстати, о изготовлении каркаса под забор, а также других подготовительных работах мы показывали в прошлом видео. В нем же мы показали оригинальный способ обработки досок путем естественного прогорания в треугольной трубе, а после обжига и чистки нам осталось лишь просверлить множество отверстий. Для этой цели также сделали полезное приспособление в виде шаблонной доски с упорами и размеченными отверстиями. За счет упоров такой шаблон можно быстро спозиционировать на заготовке и также быстро просверлить его через направляющее отверстие. В сумме нам предстояло просверлить 2000 отверстий, и мне даже страшно представить, сколько бы мы потратили времени только на их разметку с рулеткой и угольником. Ну а так, на все сверление вместе с переноской материала мы затратили около 4 часов.
после застывания бетона демонтировали всю поддерживающую каркас конструкцию, а также супруга закрасила все сварные соединения. Если бы мы не покрасили трубу заранее, то то, что сейчас заняло минут 40, растянулось бы на целый день. И вот настал тот долгожданный момент, когда мы приступили к зашивке забора. Но для начала нам предстояло демонтировать старый шиферный забор, а также изготовить цоколь. Здесь мы также решили поступить нестандартно и одновременно убить двух зайцев, использовав шифер из старого забора для цоколя нового. А почему бы и нет? Материал долговечный, не боится влаги, да и стоял уже здесь, прямо в земле, многие годы. Нарезали шифер на полосы с высотой около 35 см и устанавливали их прямо на грунт с примыканием в торец к нижней прожилине. Внизу шиферный цоколь фиксировали тем же грунтом, подсыпая и трамбуя его с обеих сторон слоем в 5 см. Ну а сверху полосы будет удерживать зашивка забора, идущая по обе стороны прожилины. Шаг для разметки планок выбрали в 18 см. Для удобства разметки мы рассчитали и нанесли этот шаг на всю рулетку, а потом быстро и легко переносили его на прожилины. Прикручивать обшивку начали с калитки. Первая же доска создает четверть и работает как упор для двери. Здесь планки по высоте мы размещали, ориентируясь по верху рамы, но для последующих досок пришлось изготовить еще одно приспособление. Этот опорный шаблон состоит из отрезка прямой трубы и пары ножек, упирающихся в верхнюю прожилину, которую мы заранее идеально выровняли. С одной стороны шаблон цепляется за уже прикрученную доску, а с другой стороны фиксировали струбциной. И теперь, легко уперев доску в трубу и сориентировав ее по двум меткам на прожилинах, она точно размещается в заданном положении. Сначала доски наживляли на 2 самореза, а потом одним махом закручивали остальные. Шаблон и разметка позволяли максимально автоматизировать этот процесс, и в целом обшивка забора продвигалась быстро. Так как мы не хотели, чтобы наш двор оставался открытым, работу вели последовательно. Сначала разбирали часть старого забора, из него изготавливали цоколь и в течение этого дня зашивали этот участок. Монтировать шиферный цоколь оказалось легко, да и в нашем варианте он обошелся бесплатно. А ведь для изготовления его из бетона потребовалось бы сделать двойную опалубку, потратить время и материалы на бетонирование, и в итоге мы получили бы тот же функционал. А так он тоньше, менее заметен и смотрится элегантней. Старая калитка уперто сопротивлялась покидать свое рабочее место, но, как говорится, против лома нет приема. Доски прикручивались с помощью обычных кровельных саморезов. Их длина в 35 мм идеально подходила для прикрутки доски толщиной 25 мм. В 1,5 мм сталь на прожилине они вкручивались туго. Из пары тысяч саморезов 2 десятка все же оборвались. Их бур и крупная резьба не приспособлены к толстым металлам. Конечно же, существуют подобные специализированные саморезы по металлу с крупным буром и мелкой резьбой, но подобрать их нужной длины в нашей глубинке не удалось. Смонтировав доску с фасадной стороны, забор уже приобрел эстетичность и дополнял единым стилем фасадную обшивку такой же обожженной доской на самом доме. Шаг в 18 см и ширина доски в 15 см создали зазор между планок примерно в 3 см, так как ширина досок немного гуляла. И возможно, для многих такой зашивки было бы достаточно, но нам хотелось создать приватность, отгородившись от оживленной дороги, поэтому впереди нас ждет еще и внутренняя зашивка. До ее монтажа установили кодовый замок в калитку и проверили его на работоспособность.
Внутреннюю зашивку выполняли с тем же шагом 18 см, который также разметили заранее на всю протяженность забора, а при монтаже планок использовали тот же опорный шаблон. Параллельно с внутренней обшивкой отец помог нам с демонтажом старых столбов. При этом в шаге и ширине внутренней доски в 12 см зазор получается уже в районе 6 см. И только под очень острым углом в некоторых местах забор немного просвечивается, но разглядеть что-то все равно будет невозможно. Как и задумывалось, все точно выставленные стойки забора идеально вписались в этот шаг и гармонично смотрятся с внутренней стороны двора. Для удобства на защелку замка приварили маленькую ручку, но самой калитки ручки все же не хватало, учитывая, что доска на зашивке немного пачкалась. Нужна была удобная ручка, которая идеально впишется в общий дизайн, и нам ее было проще изготовить самостоятельно. Из неиссякаемого кладезя лома появилась старая труба из нержавейки 32 мм диаметра. Из нее-то мы и сделаем две великолепные ручки. Еще нам понадобятся куски трубы чуть потоньше для ножек и остальной крепеж. Для более удобной сварки ножки подогнали под окружность основной трубы, а в каждое основание такой ножки забили по гайке с последующим обваром. Из открученной доски с калитки сделали кондуктор, на котором ручки и собирались. Ручки — это, так сказать, эстетический элемент, поэтому швы зачищаем максимально качественно, но без фанатизма, так как в последующем и ждет покраска. Хотя они из нержавейки, однако полировка до блеска слишком трудозатратна, да и сварили их черными электродами. Перед покраской немного шлифуем и выставляем на козлики. Красить будем темно-серой молотковой эмалью 3 в 1. Подобные эмали прочны, долговечны, а грубая текстура, имитирующая чеканку молотка, отлично скрывает все дефекты. Как вы заметили, ручки массивные, почти на всю высоту калитки, так чтобы не промахнуться. Крепили мы их на болты, вкрученные в приваренную гайку через отверстие со смещением. Они отлично вписались в подобный дизайн, невероятно удобны в использовании и на общем фоне получились малозаметны. На этом этапе забор приобрел свои финальные очертания и полностью выполнял свои функции. Хотя для защиты торцов от осадков нам предстояло провести последнюю черту в виде П-образных тонколистовых планок. Пешки плотно насаживали на торцы досок и закрепляли парой саморезов. Для более плотной стыковки обрезали часть загнутых полок. В итоге этот профиль не только защитит торец доски от намокания, продлив срок ее службы, а также визуально завершит эту композицию, сделав верх забора идеально ровным. На наш взгляд, забор получился очень стильным, естественно колоритным, и он точно не как у всех.
По крайней мере, в нашем городке уж точно такого нет. Он даже придал нам некой узнаваемости, но все же мнения знакомых, соседей, да и простых прохожих разделились. Кому-то такая оригинальность пришлась по душе, ну а некоторым он показался откровенно странным, и они так и не поняли нашего задума. Себестоимость одного погонного метра забора с высотой в 2 метра и 10 сантиметров, которая учитывает двухстороннюю зашивку деревом, металлический каркас с бетонированием, всякую мелочевку, и мы даже посчитали стоимость тех материалов, которые у нас были, составили $22 за метр погонный. А в сумме весь фасадный забор длиной в 30 погонных метров плюс детали калитки обошлись нам в $700. Кстати, эта стоимость сопоставима с таким же по размерам забором из профнастила. Конечно же, эти затраты меркнут на фоне трудовых затрат, из которых только чисто потраченного на работу времени в сумме пошло более 30 дней, а в реалиях другой занятости весь этот проект растянулся более чем на полгода. По итогу результата мы остались полностью довольны и ни капли не жалеем о проделанной работе. Своей натуральной фактурностью забор постоянно притягивает наш взгляд. Повторили бы мы подобный проект в будущем? Скорее всего да, ведь получить что-то красивое, необычное и при этом функциональное, не затратив труда, все равно не получится. И всегда приятно осознавать, что невзирая на все трудности, ты все же можешь сделать своими руками то, что тебе нравится. В суммарную стоимость мы не включили затраты на сдвижные ворота. О их изготовлении мы сделаем отдельное подробнейшее видео, так как такой элемент комфорта просто обязан быть в каждом загородном доме. Выходишь из машины, заходишь во двор, открываешь ворота, опять садишься в машину, заезжаешь, выходишь с машины и опять закрываешь ворота. А все это можно решить парой нажатий кнопки, подъезжая к дому. Так что если изготовление сдвижных ворот вам интересно, да и в целом тема строительства и обустройства собственного дома вам близка, смело нажимайте на колокольчик уведомлений. В каждое видео мы вкладываем много труда и времени, поэтому публикуем их нечасто. И так у вас будет возможность не пропустить новый ролик. Надеемся, вы цените наш труд и скорректируйте нас в комментариях. Всем удачи и до встречи!